Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать супер нежный, вот такой весенний джемпер красивым узором. Приближаю вам картиночку, посмотрите внимательно. Вот такие весенние цветочки у нас тут расцветают с косичками. Очень просто вяжется. Схемочку я рисовала от руки, прямо вот с модели. Да? Это модель из интернет-магазина, связана на фабрике, то есть это фабричная вязка. Но мы с вами можем эту красоту повторить на спицах. И сегодня я предлагаю всем, кому понравилась эта элегантная модель, остаться со мной на канале, и мы будем с вами сегодня вязать этот узор, будем делать расчеты. Конечно же, начну я с выбора пряжи. Как видите, у нас используется здесь два вида узора. То есть вот эта красивая центральная косичка идет на 12 петельках, она у меня получилась. И вот эти две боковые красивые ажурные панели тоже будут у нас сегодня разбираться по схеме, как вязать. Итак, начинаю с выбора пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого джемпера я выбрала пряжу Alize Baby Wool. Так, и состав ее, метраж 50 грамм 175 метров, 40% шерсть, 40% акрила и 20% бамбука. Хорошего качества пряжи с небольшим таким блеском. Немножечко так она, знаете, на вискозу похожа чем-то по составу. Вязать из нее очень приятно, удобно. Она абсолютно мягкая, не пушится. Ну, в общем-то, нежная, приятная к телу, абсолютно, как я уже повторилась, мягкая. Ну и вот так смотрится наш узор, девочки. Это у нас вот центральный, будет центральная коса, да, вот такая вот она. На бабочку, конечно, не похожа. Немножечко у нее, видите, так же, как в оригинале, постаралась повторить я переплетение. То есть не одновременно, а немножечко они как бы чередуются друг с другом, да? И вот это вот красивый ажурный мотив с косой посередине тоже очень эффектно смотрится. Так, ну и давайте я вам покажу схему. В нашем описании будет использоваться схема 1. Как я вам сказала, широкий мотив на 28 петлях с использованием ажурных элементов, то есть у нас здесь будут накиды, 2 вместе лицевой провязываться. В общем-то, занимает этот мотив 18 рядов в высоту и вяжется довольно просто и легко. Вот эти переплетения 4 петель налево, 4 лицевых петель налево, очень легко вязать без применения дополнительной спицы. Я сегодня вам подробно покажу, как это сделать легко. Они вам потом в дальнейшем, эти навыки, пригодятся при вязании других узоров. Девочки, это очень удобно. Я знаю, что некоторые боятся вязать косы, не любят их вязать из-за вот этих переплетений. Я вас научу, девочки. Там просто техника. Техника и немного автоматизма, да, то есть потренироваться какое-то количество времени, и все у вас будет получаться. Вы любой самый навороченный с косичками узор свяжете. Итак, вторая схема, которую я хотела бы вам сегодня предложить, это вот эта схемочка. Тут вот она у меня укрупненная такая, да. Ширина мотива составляет 12 петель, и в высоту раппорт у нас повторяется с 1 по 6 ряд каждый раз. Собственно, очень легко вяжется эта косичка. Очень интересный такой подход.
И эта коса вяжется по центру. Как видите, она не совсем похожа на обычную бабочку, которую мы привыкли с вами видеть, да. Немножечко вот я посмотрела, когда увеличиваю узор, у модели именно такой вот идет перекос небольшой. Кстати, очень оригинально и, так скажем, нестандартный такой подход. Я вообще люблю все вот эти вот какие-то новшества, нестандартные решения, да, то есть прикольно выглядит наша видоизмененная бабочка. Так, и далее выкройка. Выкроечка у нас вот такая будет, сейчас увеличиваю, девочки. Выкройка, значит, составлена на 44-46 размер. Почему называю эти размеры? Ну, поскольку у нас 51 сантиметр ширина переда и спинки, вот, вы видели, что довольно свободный крой используется в данной модельке, да, то есть она свободного такого покроем, и поэтому, в общем-то, такая ширина. Если вы считаете, что надо немного поуже сделать, вы можете это элементарно изменить. Сегодня мы будем с вами рассчитывать, располагать узоры, и я вам расскажу технику, ну, как у нас будут, в какой последовательности эти узоры, и вы поймете, каким образом вам там можно петельки увеличить и уменьшить, и сделать свой небольшой перерасчет, да. Так, ну, как видите, у нас используется спущенный рукавчик, да, то есть у нас проймы как таковой мы не вывязываем, просто меточку ставим и все. Так, и давайте про описание. Вот у нас такое описание, оно у нас всегда в каждом мастер-классе моем присутствует. Я его выкладываю под видео для вашего удобства. Значит, про пряжу я вам уже все рассказала, да. Сколько? Расход приблизительно, девочки, 400-450 грамм будет общий расход на изделие. Мы используем с вами спицы номер 3 и для обвязки выреза горловины спицы номер тоже 3, только круговые, да. Далее у нас идет, значит, плотность мы определяли в процессе вязания. Все после того, как свяжем образец, все на ваших глазах я буду делать и влажно-тепловую обработку, и как мы будем измерять и высчитывать эту плотность. Поэтому оставайтесь на канале, вас ждет очень полезный, важный материал, который вам пригодится потом и в дальнейшем в других моделях. Особенно для начинающих, не имеющих большого опыта девочек, это прям очень-очень важные момент будем сегодня рассматривать, да. По спинке, почему набрать такое количество петель, объясняю также после того, как свяжем образец, да, прямо на ваших глазах считаю на счетной машинке, откуда появляется вот это 114 петель, да. Затем располагаю на ваших глазах, объясняю, почему именно так располагаются узоры, что такое вертикальная плотность, рассказываю, да, как рассчитать вырез горловины, определить количество петель, приходящихся на нее, тоже объясняю в сегодняшнем мастер-классе. Так, и по рукаву. У рукава самое сложное определить расчет скоса сделать. Тоже мы с вами сегодня этот скос считаем. Считаем, и я рассказываю, как равномерно прибавки, сколько петель прибавляем по каждому скосу. Там тоже очень элементарные арифметические действия. Ну и то, что мы с вами будем по краю горловины поднимать петельки и обвязывать резиночкой 1 на 1, тоже вот здесь все об этом сказано, да? Ну, в общем-то, как всегда, стандартное выполнение нашей модели. Вяжем отдельно спинку, перед, потом 2 рукава, все это сшиваем и обвязываем вырез горловины. Да? Все как обычно. Итак, мои хорошие, давайте сейчас приступим к вязанию образца. Вязать будем сразу 2 схемы в одном узоре, чтобы для наглядности это было понятно, как это делать. Нам для вязания образца образец, вообще наш узор будет состоять из 2 частей. Значит, первая часть 28 петель, вторая часть 12 петель занимает. Всего будем набирать 42 петли, то есть это 40 петель, 2 наших узора и 2 кромочные. И начинаю я вязать с первого нашего мотива, который занимает 28 петель. Итак, вяжем первый ряд мотива на 28 петельках. Первую кромочную сняли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, накид. 2 изнаночные, перекрещиваем 4 петли налево. 4 петли я переснимаю на правую спицу. Левой спицы первые 2 у меня переснимаются перед работой, а следующие 2 за работой. Видите, как сейчас это выглядит? И я возвращаю с помощью правой спицы на левую эти задние петельки 2. И вяжу все 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Далее идут 2 изнаночные, накид, снова 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петельки, поэтому я меняю петельки вот так местами. Вторая у меня поверх первой накидывается, и вяжу я их 2 вместе лицевой. Это был мотив на 28 петлях. Теперь нас будет интересовать мотив, вот эта схема. Первый ряд тоже. Вяжем первый ряд этой схемы. 2 изнаночные, это 12 петель мотив. 2 изнаночные, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. И 4 петли перекрещиваем также налево. Также первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли их местами и провязали 4 лицевые. И 2 кромочные. 2 изнаночные и кромочная. Это был мотив. Все изнаночные ряды вяжутся, как смотрят петли. Накиды вяжутся изнаночными. Вяжем с вами третий ряд. Первый мотив у нас на 28 петлях. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем накид, лицевая. Далее вяжем 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные. Далее лицевая, накид, 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петельки меняем местами. Вяжем 2 вместе лицевой. Далее вяжем мотив на 12 петлях. 2 изнаночные и 4 петли перекрещиваем с вами направо. Для этого 4 петли я снимаю на правую спицу. Первые 2 у меня за работой, следующие 2 перед работой. Аккуратненько я их возвращаю на левую спицу и вяжу как 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Связали, да? Перекрещивание. И далее вяжем 4 лицевые, 2 изнаночные. Связали мотив на 8 петельках. Кромочная, изнаночная. Четвертый ряд вяжем, как смотрят петли. У нас с вами пятый ряд. Вяжем мотив на 28 петлях. И мы вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид, 2 лицевые. Далее вяжем 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные. Далее вяжем 2 лицевые, накид и снова 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали мотив на 28 петлях. Вяжем на 12 петельках 2 изнаночные. Далее вяжем все 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. 2 изнаночные и кромочная тоже изнаночная. Шестой ряд вяжем, как смотрят петли. Итак, у нас с вами седьмой ряд. Седьмой ряд. И мы вяжем с вами мотив 28 петель, которые первая кромочная и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 изнаночные и 2 вместе. И 4 лицевые перекрещиваем налево. Меняем первые 2 петли перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли их местами и вяжем 4 лицевые. Затем 2 изнаночные, 3 лицевые. 1, 2, 3. Кромочная. Накид. И далее вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Все, связали мотив на 28 петлях. И далее у нас идет с вами мотив на 12 петельках. Вяжем 2 изнаночные и вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Далее перекрещиваем 4 петли налево. Меняем местами первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли местами, вяжем как 4 лицевые их. И далее 2 изнаночные, кромочная тоже изнаночная. Итак, связали с вами 7 ряд. 8 ряд вяжем, как смотрят петли. 9 ряд. Мотив 28 петель. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Делаем накид и еще 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Делаем накид. 4 лицевые вяжем. 1, 2, 3, 4. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали мотив 28 петель. Теперь вяжем мотив 12 петель. 2 изнаночные. Затем 2 вместе лицевой. Вот тут я путаюсь. 4 петли перекрещиваем направо. Для этого первые 2 у нас за работой, следующие 2 перед работой, а ниточка пушится. И вяжем все 4 лицевыми. 1, 2, 3, 4. Связали. Следующие вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночные, кромочная тоже изнаночная. Итак, 10 ряд вяжем, как смотрят петли. 11 ряд у нас с вами. Вяжем 11 ряд. Первые 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 3 лицевые. Делаем накид и 5 лицевых вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. После этого вяжем 2 изнаночные, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Снова 2 изнаночные, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петельки меняем местами. И вяжем так. Связали 28 петель. Следующий у нас идет мотив на 12 петлях. Вяжем 2 изнаночные
и 8 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Снова 2 изнаночные, кромочная, тоже изнаночная. 12 ряд. Вяжем, как смотрят петли. Итак, у нас с вами мотив на 28 петлях, и у нас 13 ряд. Вяжем. Кромочную сняли, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 2 лицевые. Раз, два, накид и 6 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6. 2 изнаночные и перекрещиваем с вами нашу косу налево. 2 петли у нас перед работой, следующие 2 петли за работой. Поменяли их местами, провязали как 4 лицевые. Далее вяжем 2 изнаночные. Снова 6 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Делаем накид. 2 лицевые вяжем. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали мотив на 28 петлях. И смотрите, следующий наш мотивчик на 12 петельках будет повторяться, значит, с первого ряда. 13 ряд это то же самое, что первый ряд. И мы будем с вами это дело все вязать с первого ряда. То есть вяжем как первый ряд 2 изнаночные, 4 лицевые и перекрещивание налево 4 петель. 2 перед работой, 2 за работой, поменяли их местами, провязали как 4 лицевые. 2 изнаночные, кромочная тоже изнаночная. Так, связали. Теперь у нас получается 14 ряд, вяжем как смотрят петли. У нас с вами 15 ряд, и мы вяжем с вами мотив на 28 петлях. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид. И далее вяжем лицевые петли. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых. 2 изнаночные, 4 лицевые. Раз, два, 3, 4. Снова 2 изнаночные. Снова 7 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Накид, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали мотив. Вяжем мотив на 12 петельках. 2 изнаночные. У нас здесь 3 ряд, да? В мотиве 12 петель. Так, 4 петли перекрещиваем направо. Меняем местами. Первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. Вяжем как 4 лицевые. Далее вяжем 4 лицевые, 2 изнаночные, кромочная тоже изнаночная. Так, связали. 16 ряд вяжем как смотрят петли. 17 ряд вяжем мотив 28 петель. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 8 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И далее вяжем 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 8 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали мотив 28 петелек. И теперь вяжем мотив на 12 петельках. И у нас 5 ряд, да? Вяжем 2 изнаночные и все 8 лицевых. Снова 2 изнаночные и кромочные тоже изнаночные.
Смотрите, девочки, 18 ряд мы будем вязать, как смотрят петельки, да? Так, и, в общем-то, теперь наша задача сделать влажную тепловую обработку образца и измерить плотность получившуюся. Горячим паром обдаем наш образец. Очень горячим, девочки, паром, очень. Он у нас очень становится податливый. Мы его тянем энергично в разные стороны. Так, хорошо получается. Пусть высохнет. Вычислять будем с вами плотность с путем, значит, следующих действий. Смотрите, мы измеряем ширину образца. У меня это получается, девочки, 19 сантиметров. 19 сантиметров ширина образца. Мы набирали 42 петли. 42 петли участвовало в узоре, поделить на 19 сантиметров. Получается плотность 2,2. Давайте запишем эту плотность. Очень она нам будет нужна. Я пишу в 1 сантиметре 2,2 петли. Теперь вертикальную плотность. Мы будем измерять с вами высоту нашего полученного образца. 12 сантиметров у меня получается. Так, ну здесь немножко неровный край, неровный бок. Ну, представьте, что вот эта красивая коса, она будет с этой стороны тоже располагаться. Естественно, этот узор выровняется и не будет такого неровного края. Да? Это будет очень красиво, эффектно, симметрично смотреться. Так, но поскольку этой косы здесь не оказалось, я потому что хотела показать вам целый раппорт, как вязать, и эта коса была бы нам, ну, не нужна, да? Так, и в итоге, значит, мы сейчас с вами, у меня здесь два раппорта в высоту связано, это 36 рядов, и еще раз я вам показываю, сколько это сантиметров, измеряем, да? 12 сантиметров, 36 рядов поделить на 12 сантиметров будет 3. То есть у нас плотность с вами довольно-таки большая. Плотность по вертикали в 1 сантиметре 3 ряда, девочки. Вот такая плотность. И теперь наша задача с вами составить описание с использованием нашей плотности и выкройки. Итак, вот такую выкройку я буду использовать в данной модели. Значит, будет у нас 44-46 размер, девочки. Ширина спинки и переда 51 сантиметр. Вы можете корректировать в ту или иную сторону, потому что это возможно при наших узорах. Итак, начинаем мы с того, что будем считать, сколько мы петель будем набирать по спинке и по переду. 51 сантиметр мы умножаем с вами на нашу плотность, которую мы с вами рассчитывали. По горизонтали мы считали 2,2 петли в 1 сантиметре. То есть 51 сантиметр на 2,2. Получаем 112, ну вот тут 112 петель. Так, отлично. Далее смотрим нашу снова выкройку. Давайте распределим с вами петельки. Сколько петель у нас придется на горловину, на плечо. Собираюсь распределить узоры таким образом. Вот здесь я уже нарисовала. Отступая от правил, рассказываю, как расположить узоры. У нас с вами две схемы будут участвовать. Схема 1, которая 28 петель занимает, и схема 2, в которой 12 петель. Ширина раппорта, ширина мотива, скажем так. И мы будем их чередовать с вами. И поэтому вот так я всегда схематично рисую. Представьте, что это ваш наборный ряд, да, и вот вы вяжете отсюда справа налево, да, первый ряд, и распределяете узоры. Каким образом? Ну, начинала я, во-первых, с того, что по центру расположил, как у нас на модели,
схему номер 2, да, вот эти 12 петель, и от нее я танцевала, скажем так. От нее я расположила симметрично 2 узора, значит, по 28 петель, да. Затем у меня опять симметрично шли схема номер 2 по 12 петель, которые, и у меня не хватало количество петель до 112. Вот, я взяла эту схему номер 1 и стала смотреть. И поняла, что мы можем с вами взять недостающие петли вот из этой части очень даже легко и просто. Включить их в узор. И из этой части. То есть вот эти крайние петли без косы по центру вполне можно включать в узор. Они не внесут никакой диссонанса в наш рисунок, поскольку мы здесь 2 убавляем и делаем накид, то есть прибавка идет, да. То есть здесь у нас количество петель из ряда в ряд не будет меняться, будет оставаться постоянным. Поэтому вот эти петли я их решила включить. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петель крайне правых и 10 петель также крайне левых по схеме номер 1. И именно их я включаю вот сюда, девочки, вот сюда. То есть у меня идет 10 петель по этой схеме и 10 петель, чтобы вы понимали, откуда взялись эти петли. Это схема номер 1, крайне правые и крайне левые петли. Вот таким образом. И в сумме у меня получилось 112 петель и 2 кромочные, соответственно, должны были быть. Поэтому плюс 2 получилось 114 петель. Общее количество петель набираемых. Чтобы определить вырез горловины, мы сейчас будем определять, сколько же петель у нас по вырезу будет участвовать. Для этого я наши по выкройке 9,5 сантиметров умножаю на 2. То есть это половинчатый размер. Ширина выреза горловины будет 19 сантиметров, и я умножаю на нашу плотность 2,2 по горизонтали. У меня получается, округляем, 42 петли. Отлично, так и хорошо, так и должно быть. Это должно быть четное число, поскольку у нас участвует в наборе четное тоже число петель. Итак, 114 петель отнять 42 петли горловины. 114 петель отнять 42, получается 72 петли на плечи приходится, поскольку у нас 2 плеча, мы делим на 2, на каждое плечо, девочки, остается по 36 петель. Распределили таким образом с вами петли. Так, отлично. Давайте перейдем к рукаву. У рукава по низу я тоже определила уже сама, также с использованием горизонтальной плотности. У меня получилось 60 петель по низу. И по верху таким же образом я с помощью горизонтальной плотности у меня получилось 80 петель. Ну, то есть, каким образом? Смотрите, стоит половинчатый размер 18. То есть, это 36 сантиметров ширина у нас получается самой широкой части рукава. И я умножаю на нашу плотность 2,2. Получается 79. Но я округляла, потому что должно быть четное число 80 петель. Вот таким образом расчет ведется по горизонтали. Теперь, что касается расчета по вертикали. Мы тоже определяли с вами вертикальную плотность. Зачем мы ее вообще определяли? Сразу говорю, так же, как по горизонтали и по вертикали, мы с вами определяли плотность для того, чтобы после стирки изделие наше не вытянулось и не приобрело такие размеры, которые мы с вами не планировали. То есть часто после стирки изделие вытягивается. Да? Вы, наверное, сами, может быть, сталкивались с таким неприятным явлением в своей жизни. Чтобы этого не произошло, мы заранее вяжем образец, мы его заранее тянем в разные стороны, когда оно влажное, да? И после высыхания у нас полотно приобретает то самое очертание, которое оно, в принципе, будет во время носки, да? И мы измеряем вот эту плотность, чтобы затем сантиметры перевести в петли. И это будет очень правильно, конструктивно, грамотный расчет. Понимаете? Вот для этого мы используем вертикальную и горизонтальную плотность.
И обязательно учитываем в нашем расчете все это дело. Итак, у нас здесь есть с вами планка, приблизительно 5 сантиметров высотой, резиночкой 1 на 1 вяжется. Также она у нас идет и по низу переда и спинки. Ну, здесь, конечно, не полочка, а перед. Ну, это просто выкройка такая стандартная. Так, и в общем-то, мои хорошие, смотрите, что у нас получается. Нам надо определить, сколько по скосу у нас будет с вами прибавляться петелек. И распределить их, причем равномерно, то есть через одинаковое количество рядов. Для этого мы с вами из большего числа по верху вычтем меньшее число по низу рукава. То есть из 80 петель отнять 60 петель, будет 20 петель. Нам всего надо будет прибавить. У нас с вами 2 скоса. Мы делим эти 20 петель устно на 2. То есть на каждый скос приходится по 10 петель. Как их распределить равномерно? Вот для этого мы воспользуемся вертикальной плотностью. Обратите внимание, у меня стоит размер от низа рукава до верха рукава 46,5 сантиметров. Да? Но при этом в планке у нас не будет никаких прибавок. Да? То есть здесь никакого скоса нет. Поэтому 46,5 сантиметров я вычитаю 5 сантиметров. У меня получилось 41,5 сантиметра. Это наша высота скоса. Мы так будем считать. И эту величину надо перевести в ряды. Вот видите, я поставила уже размер 125 рядов. Как я получила эту цифру? 41,5 сантиметр. Я умножила на нашу вертикальную плотность, которую мы с вами определяли. Вот в 1 сантиметре 3 ряда. Вот эти 41,5 сантиметра я умножаю на 3. И у меня получается, вот видите, 124,5 ряда. Но, естественно, округляю в большую сторону 125 рядов, девочки, у меня получается, да? То есть мы вяжем с вами 125 рядов и затем закрываем петли. И на всем протяжении этих рядов мы делаем с вами прибавки. Для того, чтобы их равномерно сделать, я 125 рядов делю на 10 петель. Устно, да, можно посчитать. Ну, кому визуально 125 разделить на 10, получается, девочки, вот такое число, 12,5 рядов. То есть мы ни 12, ни 13 не можем, да, как бы поставить цифру, через сколько же рядов будем делать прибавки. В таких случаях рекомендуется чередовать, вязать и чередовать. Первый раз мы сделали прибавку в 12 ряду, второй раз в 13 ряду, в третьем опять в 12, в четвертом опять в 13. Вот таким образом мы чередуем в каждом 12 и 13 ряду по одной прибавке справа и слева. Одна петля у нас, всего 10 прибавок будет. Вот таким образом. Так, то же самое касается вертикальной плотности по спинке и переду. Смотрите, у нас вот также здесь идет величина планка 5 сантиметров, да, и до проймы идет вот такая вот циферка 40,5 сантиметров. Ну, мы отнимаем 5 сантиметров и получаем с вами 35,5 сантиметров, да. То есть вот мы связали планку с вами резиночкой 1 на 1, перешли на узор, и сколько же нам рядов вязать до проймы, где мы поставим вот эту вот как бы меточку, да, что здесь у нас начинается пройма. Мы очень просто это определяем, также рядами можем посчитать, не сантиметрами, девочки, а рядами. Смотрите, вот эту величину 35,5 рядов, сантиметров, то есть 35,5 сантиметров я умножаю на нашу плотность по вертикали 3 и получаю 106-107 рядов, да? Напишем 107 рядов. То есть от планки вяжу, отсчитываю 107 рядов и ставлю меточку. Здесь у меня начнется пройма рукава. Также мы с вами определяем и вырез горловины, да, на каком расстоянии мы начнем его делать. Не сантиметрами меряем, вот тут стоит, видите, величина 52, да, сантиметра от низа до выреза горловины у переда. Но мы эту величину переводим также, девочки, в ряды. То есть вот я 52 умножаю на 3, у меня получается 156 рядов. Обязательно руководствуйтесь, пожалуйста, этими мерками, этими величинами. То есть не сантиметрами меряйте, да, а именно рядами, девочки, старайтесь
считать рядами. Это легко сделать, переформатировав вот эти ряды в раппорты, да, то есть вот у нас, например, по схеме 1 высота раппорта составляет 18 рядов, да, ну, то есть ориентироваться как можно. Например, 156 рядов, у нас здесь же, давайте, это неудачный пример, поскольку у нас здесь планка с вами, то есть здесь надо отнять еще 5 сантиметров, да, 5 сантиметров. То есть из 52 отнять 5 сантиметров планку, то есть узор будет вязаться на высоте 47 сантиметров на самом деле до выреза горловины. 47 умножить на 3 это 141 ряд. 141 ряд, да? И вот смотрите, 141 ряд, и мы распределяем с вами 18 рядов. Сколько раппортов хотим определить? 141 делим на 18. Вот у меня получается 7 полных раппортов. Ну и остаток рядов вы сами вычитаете там. Это понятно, да? 7 умножить на 18 это 126 рядов. И из 141 ряда отнять 126 рядов, вы сами поймете. 141 минус 126. Вот еще 15 рядов. 7 раппортов и 15 рядов у вас получается до выреза горловины. То есть вот такими элементарными расчетами вы можете самостоятельно на любой размер сделать свое индивидуальное описание, мои хорошие. Это простые арифметические действия, которые понятны, в принципе, даже ученикам начальной школы. И я думаю, что вы без труда справитесь. Я желаю вам удачи. Все это описание, которое мы сегодня с вами проговорили, я выложу под видео для вашего удобства. Пожалуйста, пользуйтесь, делайте свои индивидуальные расчеты. Слепо не доверяйте вот этим всем величинам, поскольку у всех у нас с вами разная фигура, да, разный рост. Поэтому свои мерочки проставляйте, чуть-чуть корректируйте и вяжите с удовольствием. До новых встреч!